Всем привет! С 12 мая после долгого карантина возобновлена работа всех автосервисов. Конечно же, с соблюдением всех норм безопасности. Ну и, конечно же, наша команда и наша организация в целом после полуторамесячного карантина переходит к трудовым будням, причем по всей территории Российской Федерации. Сегодня мы обсудим наиболее важные новости Car Security, которые всплывали за истекший период режима самоизоляции. Устраивайтесь поудобнее, поехали! Итак, за истекший период режима повышенной готовности российский рынок новых автомобилей рухнул на 72%, подержанных машин на 50%. Ну а к нам не перестают поступать от вас вопросы на тему автобезопасности. Как данная ситуация повлияла на угоны, кражи, хищения? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Несмотря на спад активности во всех сервисах и снижение трафика на дорогах до 80%, в первой половине апреля мы увидели совсем неутешительные новости. Их транслировали многие новостные порталы, среди них довольно известный Live News. Как видим, по их данным, рост угонов фиксируется почти 100%. Также известный оператор пультовой охраны Delta заявили о росте числа выездов экипажей быстрого реагирования почти на 600%. Ну и увеличение числа угонов тоже на 100%. Среди прочего, начали накатывать волну известий об огромном количестве трудовых мигрантов, которым не удалось вовремя покинуть территорию России. На период переустановки всех предприятий, оставшихся без работы, без средств существования, оголодавших и готовых уже идти на крайние меры. В целом, очень много новостей было на эту тему. Помимо всего прочего, массово начали распространяться в социалках и мессенджерах события вот такого характера. Письма с угрозами и требованием выкупа для предотвращения расправы с вашим автомобилем. Многие отнеслись с недоверием как к фейку или разводу, ведь текст письма составлен явно не иностранцем. Однако последовавшие после этого события заставили многих крепко задуматься. Для защиты от подобного, конечно же, прежде всего необходимо выбрать охраняемую парковку, либо использовать бронирование стекол. Эффект ранее мы неоднократно демонстрировали в своих видео. Во второй половине апреля Главное управление МВД заявило об обратной ситуации и рассказало нам о снижении числа преступлений в период режима повышенной готовности. По статистике правоохранителей, общее число преступлений снизилось почти на 10%, а количество угонов почти до 30%. Ситуация возникла противоречивая. Официальная статистика угонов автотранспорта за апрель, по данным ГИБДД, будет нам доступна только после 20 мая. Но чтобы разобраться уже сейчас, мы обратимся к представителям страховых компаний и узнаем, как же обстоят дела у них с обращениями автовладельцев на тему возмещения после хищений. С нами на связи Андрей Уютнов, представитель страховой компании «Абсолют». Андрей, привет. Расскажи, пожалуйста, как у вас обстоят дела с угонами за истекший календарный месяц? По нашей информации, в нашей компании количество угонов не изменилось, их вообще не было за этот период самоизоляции. У своих коллег в разных компаниях, которые есть контакты, я уточнил аналогичная ситуация. Честно, мы это связываем с тем, что ужесточение режима контроля за передвигающимся транспортным средством, во-вторых, закрыты многие сервисные компании, плюс люди сидят по домам, и действительно сейчас крайне затруднительно заниматься противозаконной деятельностью. Не только законной деятельностью затруднительно заниматься, но противозаконной тоже затруднительно заниматься. Поэтому в данный момент мы видим, что количество угонов оно не увеличилось, не изменилось, а они практически отсутствуют. А теперь зададим тот же самый вопрос Денису Комарову, представителю страховой компании «Согласие». Денис, добрый день. Как вот у вас обстоят дела с угонами за прошедший период самоизоляции? Расскажите. Достаточно странно, но у нас сильно снизилось количество угонов. По сравнению с прошлым годом раз в 10 примерно. То есть у нас за период пандемии, когда люди были на самоизоляции, за этот месяц чуть больше, было 4 угона всего. 3 в Москве и 1 в регионе. По сравнению с прошлым годом это было там в районе 27-30. То есть, получается, упало в разы? В 10 раз практически уменьшилось. А насколько крупная ваша компания и на каком месте рейтинга по КАСКО вы находитесь? По КАСКО мы 5-6 место делим постоянно, то с Альфой, то с другими компаниями. А вы как объясняете причины таких низких показателей за истекший период?
Во-первых, у нас есть проверки, да, по принятию страхования. Особо рисковые автомобили мы стараемся без противоугонок вообще не брать, либо брать там по высокому тарифу. Вот, и этим мы отсекаем просто эти сегменты, они уходят в другие компании. Насколько видите, представители страховых еще находятся дома. До крупных компаний на предмет общения через Skype мы не смогли достучаться. Их данные нам показались не менее важными, потому что требования к противоугонным средствам у них гораздо меньше, чем у средних и мелких страховых компаний. Однако нам удалось получить устную информацию, тоже подтверждающую спад угонов по всей стране. Но нас с вами больше интересует, что же будет происходить после отмены изоляции. И этот вопрос я хочу адресовать уютному Андрею. Финансовая ситуация в стране, она лучше не становится, к сожалению. И, как часто бывает по опыту предыдущих кризисов, соответственно, люди вынуждены, некоторые люди переходят, скажем так, в не совсем законную деятельность, да, пытаются, скажем так, заработать на жизнь своей семьи не всегда законными способами. Поэтому мы допускаем, что количество как угонов может увеличиться, но также мы прогнозируем увеличение противоправных действий третьих лиц. Вы как специалист по противоугонным средствам, вы же прекрасно знаете, да, что есть автомобили, которые были привлекательны с точки зрения легкого доступа к дорогостоящим запасным частям, там, будь то фары, зеркала, рули у некоторых марок автомобилей. Это и, скажем так, в более благополучные годы, да, происходило, скажем так, хищение данных элементов транспортных средств. Когда экономическая ситуация ухудшится, мы думаем, что это всплеск произойдет. Не стоит забывать, что существует очень значительная часть угона транспортных средств для запасных частей, для реализации бэушных запасных частей. То есть существует целый бизнес, когда машину угоняют, соответственно, ее полностью разбирают, и запасные части продаются. Любой желающий, кто нас будет слушать, может спокойно проверить эту информацию, просто набрать во вторую продажи бэушных запасных частей, допустим, по наиболее угоняемым маркам автомобилей, которые, опять же, перечень у вас на сайте, кстати, он представлен, очень корректный. Вот. И просто набрать, то есть там бампер там на такую-то модель, или, допустим, фара на такую-то машину, к примеру, возьмем там Porsche. Да, и вы увидите количество предложений по продаже данных запасных частей в открытом доступе. Вы же понимаете, что когда вам рассказывают историю о том, что этот автомобиль, запасные части реализуются после ДТП, ну это да, есть какая-то доля таких запасных частей, она реализуется действительно, но не в таком же количестве. Не так часто у нас бьются Porsche там, или Toyota. Вот, к примеру. Поэтому я думаю, что угоны с точки зрения как раз именно пополнения базы бэушных запасных частей, они увеличатся. Потому что у людей по понятным причинам денежных возможности будут ухудшаться. Соответственно, люди не смогут уже, не все и не всегда смогут покупать в случае ДТП запасные части, будут искать на разборках. Ну и, соответственно, откуда эти разборки будут пополняться. Выводы неутешительные. Более детально мы уделим внимание официальной статистике угонов после ее выхода. Однако мы все, конечно же, понимаем, что экономическая ситуация ухудшается, и вопрос безопасности, конечно же, будет подниматься нами еще неоднократно. Ну а мы переходим к следующей новости. Как известно, в Москве на дорогах работает более 2500 видеокамер. И после введения пропускного режима в первые же дни начали фиксироваться нарушения. По данным портала Автоньюз, такие фиксации превысили 250 тысяч случаев. Некоторые начали комментировать, что именно такой режим наиболее благоприятен для угонов. Всех не остановить. При этом математика последствий для автовладельцев казалась катастрофической. 5000 рублей штраф на 250 тысяч пользователей – это ни много ни мало 1,2 миллиарда рублей. А учитывая, что властями была озвучена концепция начисления с каждой зафиксировавшей нарушение камеры, то сумма вырисовывается явно космическая. Кто же оказался в числе этих многочисленных нарушителей? На удивление, благодаря режиму самоизоляции выяснилось, что большинство обладателей данных автомобилей – покойники. Как известно, в Москве помимо камер, фиксирующих скоростные и нарушения разметки, существуют многочисленные области платных парковок. Так вот, чтобы уйти от расходов, родственники умерших, в наследство которым перешел автомобиль, не торопились его переоформлять и продолжали ездить по доверенности. В
В ходе проверки ГИБДД выяснилось, что объем таких автомобилей на начало мая составляет 300 тысяч. Ранее среди способов ухода от штрафов автовладельцы использовали номера-перевертыши, специально отражающую пленку, просто стирали часть номера или закрывали часть знака различными предметами. Но все это на законодательном уровне было отрегулировано штрафными санкциями. Новое правило уже регулирует данную ситуацию и предусматривает эвакуацию автомобиля на штрафстоянку, штраф автовладельцу и лишение водительского удостоверения. Теперь перейдем к техническим новинкам, точнее к давно известному способу взлома системы авторизации, который получил за истекший месяц некоторый резонанс и нас завалили вопросами о противодействиях этому. На просторах Рунета появились многочисленные объявления на тему восстановления или сброса пин-кода автосигнализации Pandora на заводской. Почему именно Pandora? Пин-код, требуемый для аварийного снятия с охраны, прописан на пластиковой карточке, которая шла в комплекте сигнализации при ее первичном приобретении. При перепродаже автомобиля карточка, как правило, не передается, и в дальнейшем новый собственник сталкивается с проблемой перевода в валет, невозможностью входа в режим программирования и прочими ограничениями. Поскольку система уже набрала за долгое время популярность, то регулярно встает вопрос восстановления пин-кода, и многие мастерские начали использовать восстановление при помощи сканирования. Давайте взглянем на этот процесс. Вот такое устройство на RMD8. Подключается к кнопке светодиоду. К светодиоду подключается для подбора сервисного пин-кода. То есть, когда подобрался сервисный пин-код, мигает зеленым, и она определила, что подобрался. Питание и сиренка, вот розовый провод. По сиренке определяется пин-код, что снялось с охраны. Разъемы для других сигнализаций, для разных. USB задействован здесь. Программки, я сам написал там программку. Можно посмотреть, какой текущий пин-код, но выставить новый. Щелкает реле на кнопку, замыкает контакты. На этих сигнализациях можно было бы просто минусом тыкать, но на 39-х системах там именно надо перемыкать контакты. Так, по программе видео. Тут особо большого нет, как сказать, функционала. Видно, из чего оно у меня переделано. Подключение, отключение от блока RMD8. Старт-стоп — это запуск подбора, остановка подбора. Это текущий код, на котором был остановлен, либо с прошлой сигнализации, хранится в RMD8. Отправить код. Допустим, мне надо новый код, с которого начать подбирать. Допустим, клиент сказал, что там дата какая-то установлена. Чтобы быстрее подобрать, вводим эту дату. Соответственно, нажимаем «Отправить». Сейчас в блоке, в котором подбирается код 3364, старая Pandora 3000, я нажимаю «Подбор». Она подбирает сначала 3363, который неправильный, я ввел заведомо. Обращаем внимание, что индикатором нахождения нужного пин-кода является светодиод. Таким образом, судя по объявлениям, такое восстановление занимает от нескольких минут до 1 дня. Встает вопрос, что если угонщик будет использовать сканирование пин-кода для хищения автомобиля? Действительно, на самом деле это возможно, однако только со старыми системами Pandora. Но не только Pandora, это может быть и Tomagав, Каширхан, а также устаревшие, но используемые модели Starline. В комбинации подачи импульса можно использовать зажигание или снятие индикации с выходов на сирену или поворотники. Для того, чтобы разобраться в деталях, следует рассмотреть два случая угона: технический на парковке и заранее подготовленный. Для технического злоумышленнику потребуется попасть в автомобиль, но при этом может произойти срабатывание сигнализации, вызвав внимание окружающих. Помимо этого, вариант с временем сканирования до 24 часов будет слишком затянутым, поэтому рискованным. У угонщика, как правило, нет столько времени для хищения. Применять его на практике вряд ли станут, но такое не исключено. Подготовленный угон – более живая тема. Злоумышленник может подобрать пин-код в стенах автосервиса, где автомобиль пребывает длительное время в ремонте. Но для систем Pandora есть одно простое решение для защиты от подобного.
После перевода в режим автосервис светодиод не будет подавать признаков, позволяющих зафиксировать подходящий при сканировании пин-код. Сигнализация Pandora в режиме снято с охраны и в режиме охраны при правильном вводе пин-кода мигает красно-зеленым светодиодом. Но если сигнализацию перевести в режим валет, то при правильном вводе пин-кода никакой светодиодной индикации нет. Еще один вариант для защиты устаревших систем Pandora от сканирования пин-кода – использовать функцию запрета поездки без метки. Но это относится только к меточным автосигнализациям. Вообще, современная методика защиты систем не позволяет использовать сканеры за счет блокировки приема новой попытки ввода пин-кода после 3 неудачных на длительное время, либо по схожим алгоритмам. Эту логику используют на сегодня большинство производителей, делая невозможным угон подобным методом при помощи сканирования пин-кода. Но в любом случае мы всегда рекомендуем для увеличения противоугонных свойств убирать подальше с глаз кнопку ввода пин-кода. В следующих выпусках мы обсудим заинтересовавшую всех поправку к закону, расширяющую возможности правоохранителей, вплоть до вскрытия автомобилей. Как, чем и зачем они собираются это делать. Обсудим изменения КоАП в разрезе штрафов за использование сирен автосигнализации по ночам. Ну и вспомним про самый быстрый способ угона – удочкой, и как пытаются защитить известные бренды машин автопроизводители. С вами был эксперт угона нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в безопасности. Пока!